Мы прибыли в Абусир. В настоящее время здесь насчитывается несколько небольших пирамид, относимых к периоду правления фараонов Пятой династии. Сооружение перед нами названо храмом солнца Неусера и Ни. Как видно, от него сохранился лишь постамент. С восточной стороны храма солнца сохранились алебастровые чаши. Внутренний диаметр чаш равен 120 сантиметрам. В середине храма солнца некогда находился гранитный обелиск высотой около 40 метров. На некоторых блоках рядом с храмом имеются следы трубчатого сверления. Идеально ровная отполированная поверхность блока из гранита. Явно такое не было под силу древним египтянам. Нижнее основание пирамиды сделано из гранитных блоков. Это хорошо видно. А верхнее из известняка. Также вокруг имеются разные поделки из алебастра. С постамента храма солнца открывается вид на двор с алебастровыми чашами и алебастровым алтарем. По своей конструкции алтарь представляет собой монолитный цилиндр около 170 см в диаметре, обрамленный 4 блоками, направленными в разные стороны перпендикулярно друг к другу. Пирамида Сахара в Абусире. Рядом с пирамидой встречается трубчатое сверление, которое мы сейчас увидим. Также имеется припирамидный храм, так называемый, где базальтовый пол. Пирамида, как и сам комплекс Абусир, в 2015 году была официально закрыта для посещения туристами. Первые исследования пирамиды Сахура и припирамидного комплекса проводились еще в середине XIX века. Однако полноценные раскопки были проведены лишь в начале XX века.
Блоки базальтового пола припирамидного храма сложены методом полигональной кладки. Качество картуши припирамидного храма изумляет. Идеально гладкие углубления на гранитных блоках выполнены так, словно использовались готовые лекала. Технические подробности, антропология. Рядом с пирамидой Неусера. Вот он, знаменитый скилл этот, с следами. Со следами параллельных рисок. А? Из пол поднимали на попа, его делали. Вот пол. А вот и сам базальтовый пол. Вот это все снаряды. Причем камни пола, они не прямоугольные, а абсолютно разнообразной формы и уложены вплотную друг к другу. А потом поверхность пола была еще и выровнена. Совершенно четко виден водосток. Для чего он здесь был нужен во время правления фараонов, неизвестно. Потому что дожди здесь были крайне редки. Перед нами еще одна из пирамид Пятой династии. К слову, пирамиды Пятой династии существенно меньше по размерам пирамид Четвертой династии. И как мы видим, строились они не из крупных блоков, а из плохо обработанного камня и щебенки. Поэтому все они дошли до нас в довольно плачевном состоянии. В Абу-Сире также расположена так называемая мастаба Птахшепсеса. Вход в мастабу обрамлен двумя 6-метровыми колоннами из известняка, выполненными в виде лотосов. Птахшепсес – визирь и зять фараона Пятой династии Неусера и Ни. Квадратный двор, в котором мы сейчас находимся, обрамлен 20 прямоугольными известняковыми колоннами и был построен на последнем этапе сооружения мастабы. На этих столбах выгравированы силуэты Птахшепсеса в натуральную величину и развернуты таким образом, чтобы вывести посетителя к погребальной камере Птахшепсеса. Погребальная камера интересна прежде всего двумя саркофагами изумительного качества из гранита. Один из саркофагов принадлежал самому Птахшепсесу, а другой – его жене. Внутренние стенки этих саркофагов почему-то не только великолепно отшлифованы, но и обмазаны поверх полировки слоем алебастра в несколько сантиметров толщиной. Зачем мастерам понадобилось покрывать алебастром обработанную поверхность, неясно. Замазать вполне можно было и необработанную поверхность.
Я опираюсь на свой сам. Вот такое вот перекрытие моста, так что все Смотри, какая-то, как зеркало, да? Нет, это колото. Это было два камня вот такие, как скворечные. А это просто пробили и вскрыли. Всё. Могли вскрыть еще до фараона. Это примерно как тогда пытаться без... Это такие переделаешь. Они частный случай. А может быть, Получается, вы вообще не открывали, не поднимали. да не поднимали, конечно. Она на деревяшке стоит. Рядом с мастабой наше внимание также привлекла каменная плита из базальта толщиной в 10 сантиметров. О ее предназначении остается только догадываться. С этой стороны допилили, а потом, видимо, либо она сама откололась, либо не было надобности дальше распиливать. Пошли. Ой, идем.